Когда этот человек спас беременную медведицу, он уже не надеялся увидеть ее снова, но 3 года спустя она совершила нечто невероятное. «Что они здесь делают?» — подумал Патрик, выглянув в окно. С тех пор, как он вышел утром из дома, он заметил несколько диких черных медведей, бродивших по его владениям. Один из них стоял прямо на крыльце и смотрел на входную дверь, как будто ожидая его возвращения. Когда Патрик был намного моложе, он уже имел дело с этими хищниками и знал, насколько опасными они могут быть, когда разозлятся или проголодаются. Поэтому он надеялся, что они скоро уйдут, и он сможет спокойно заняться своими делами. Наблюдая за ними, Патрик заметил, что хищники забрались на его территорию не просто так, ради забавы. Они передвигались по дому, активно обыскивая кусты и углы дома. Со своего наблюдательного пункта он был уверен, что они что-то ищут. «Неужели потерялся медвежонок?» — подумал Патрик, потому что не был уверен, что еще могло заставить их искать так интенсивно. Патрику также стало интересно, есть ли там еда или что-то еще, что привлекло внимание диких медведей. Это наполнило сердце Патрика смятением и страхом. Он знал, что если медведи решат напасть на него, он никак не сможет отбиться от них всех. Пока Патрик размышлял, что делать дальше, в поле его зрения появился большой черный медведь. Он был самым крупным в группе, и судя по тому, как на него отреагировали остальные, Патрик был уверен, что это был лидер в той или иной форме. Он продолжал пристально смотреть на медведя, и в его взгляде сквозил намек на знакомство. По какой-то причине ему показалось. Патрик уже видел этого медведя раньше. Несмотря на здравый смысл, Патрик открыл дверь и вышел из дома. Он хотел рассмотреть его поближе, и какая-то его часть знала, что медведь не причинит ему вреда. Скрип двери и его шаги привлекли к нему внимание медведя, но он не сделал попытки напасть на него. Большой медведь продолжал напряженно наблюдать, когда Патрик подошел ближе и двинулся вперед в ответ. Когда он смог получше рассмотреть медведя, на него нахлынули воспоминания о том дне, когда они познакомились. Патрик вспомнил, как 3 года назад гулял в лесу со своей собакой, которая в то время была еще щенком. Это было то, что он старался делать регулярно, и холодное зимнее утро не помешало ему выполнять свои обычные обязанности. Обычно он прогуливался по тропинке через лес, неподалеку от того места, где он сейчас находится. Патрик знал, что в лесу водятся медведи, и его часто предупреждали, чтобы он был настороже в случае неудачного столкновения. Но он никогда не встречал медведя и уж точно не ожидал встретить его в то зимнее утро. Это было время, когда медведи впадали в спячку, и он чувствовал, что в лесу совершенно безопасно. Но когда Патрик окинул взглядом заснеженный пейзаж и высокие деревья, он заметил кое-что, что нельзя было ни с чем спутать. Всего несколько минут назад перед ним был черный медведь, и его черный мех легко контрастировал с белым снегом. Что он здесь делает? Вместо страха или растерянности Патрика захлестнула волна беспокойства. Он понял, что с медведем должно быть случилось что-то серьезное или ужасное, если он оказался посреди тропы, когда его следовало бы спрятать на зимовку. Щенок Патрика залаял и не хотел подходить слишком близко к медведю, но Патрик не мог заставить себя отвернуться, пока не узнает, что произошло. Когда он подошел к медведю, тот посмотрел на него, но не сделал попытки отодвинуться или отпугнуть человека. Он совсем не походил на того агрессивного, угрожающего хищника, каким был на самом деле. Черный медведь был уставшим и измотанным, и Патрик не мог не заметить, с каким трудом он пытается отдохнуть. Несмотря на то, что Патрик смотрел на это, он не был уверен, что с медведем что-то случилось, и решил сделать все, что в его силах, чтобы помочь. Он немедленно вернулся домой и через несколько минут принес рыбу и фрукты. Сначала медведь скептически отнесся к помощи человека, но вскоре поел и продолжил отдыхать. Патрик искал способ обеспечить медведя достаточным количеством воды для питья, затем собрал несколько охапок сена, чтобы соорудить теплую постель для хищника. Патрик также собрал все, что смог найти, чтобы соорудить укрытие для медведя, чтобы защитить его от ледяного холода и ветра. Рядом не было никого, кто мог бы ему помочь, а когда он закончил, был уже почти вечер, и он больше ничего не мог сделать. Патрик вернулся домой в надежде, что того, что он сделал, было достаточно, чтобы медведь выжил и благополучно впал в спячку. Он вернулся на место через несколько дней,
Но к тому времени, когда он добрался туда, медведя уже нигде не было. Он был доволен своим открытием, потому что это означало, что его помощь придала медведю достаточно энергии, чтобы перебраться в более подходящее место для зимней спячки, и он надеялся, что тот останется здоровым и переживет зиму. Патрик никогда не думал, что снова увидит медведя, и со временем эта встреча стерлась из его памяти. И если бы медведь не пришел к нему домой, он, вероятно, больше никогда бы об этом не вспомнил. Медведь был намного крупнее, чем Патрик помнил, и поначалу ему было трудно узнать его, но когда он пристально посмотрел на него, он был более чем уверен, что это тот самый медведь. Патрик по-прежнему старался не делать резких движений, особенно учитывая, что другие медведи все еще бродили вокруг. Медведи тоже начали собираться там, где был Патрик, поскольку им тоже было любопытно, что происходит. 3 других медвежонка были значительно меньше, и Патрику не потребовалось много времени, чтобы понять, что медведица, которую он спас 3 года назад, теперь стала матерью. И она пришла, чтобы познакомить своих отпрысков с человеком, который спас ей жизнь. Он застыл в изумлении, осознав, что его доброе дело не было забыто. Даже когда медвежата с любопытством приблизились к Патрику, мама-медведица не напала на него и не отпугнула. Обычно мамы-медведицы были очень агрессивны и опасны, когда дело касалось защиты их детенышей, но это оставалось спокойной. Это был знак того, что одного этого доброго поступка было достаточно, чтобы мама-медведица прониклась доверием к Патрику и позволила своим медвежатам находиться рядом с ним. Патрик в ответ пошел в заднюю часть своего дома и принес немного рыбы и фруктов, которые он там держал. В течение всего дня мама-медведица и ее медвежата оставались с Патриком, наслаждаясь угощениями, которые он им предлагал. Когда день подошел к концу, медведи вернулись обратно в лес, оставив Патрика с широкой улыбкой на лице и прекрасными воспоминаниями. Ничто другое не принесло ему столько радости, как то, что медведи изо всех сил старались выследить и найти его в одиночку. Очень немногим людям довелось испытать на себе доброту диких животных, и теперь он мог причислить себя к их числу. Так что это был не тот опыт, который он когда-либо забудет, даже если никогда больше их не увидит. Однако это была не последняя их встреча. Наладить отношения с дикими животными сложно из-за их хищнической натуры, но при определенных обстоятельствах прекрасные отношения могут крепнуть и процветать. На следующий день, когда Патрик собрался на прогулку, он вышел из дома и обнаружил, что медведица и ее медвежата ждут его снаружи. Медвежата, казалось, были очень рады снова увидеть его. Они сразу же подбежали к нему и обхватили его ноги руками. Что бы Патрик ни делал, он не мог избавиться от них, и они продолжали находиться рядом с ним, пока он выполнял работу по дому. В последующие недели медведица постоянно приходила к Патрику домой, активно ведя за собой своих медвежат. Его дом стал для них безопасным местом, и они часто проводили много времени во дворе, играя и исследуя окружающую среду, а мама-медведица наблюдала за ними. Медвежата научились лазать по деревьям вокруг его дома и были очень активными и любопытными животными. Патрик вскоре понял, что их визиты будут продолжительными, и у него всегда были с собой закуски и еда. Он назвал маму-медведицу Селеной, и когда медвежата уставали после целого дня игр, они часто проводили некоторое время, играя вместе. Чем больше времени они проводили вместе, тем больше медвежата интересовались различными аспектами дома и жизни Патрика. Больше всего их внимание привлекла его собака. Именно эта собака была с ним, когда он спас Селену. Собака все еще проявляла некоторый страх и осторожность рядом с Селеной и часто старалась быть рядом с Патриком, когда он приближался к медведю, чтобы не дать человеку пострадать. Патрик также опасался подпускать медведей близко к своему питомцу, поскольку не был уверен, какую форму примет взаимодействие между животными. Но, несмотря на то, что пес по-прежнему скептически относился к Селин, он быстро нашел общий язык с медвежатами. Медвежата приняли собаку в свою семью, и вскоре животные быстро подружились. Для Патрика всегда было невероятным зрелищем наблюдать, как медвежата катаются по траве, прыгают вокруг собаки и охотно вовлекают ее в свои занятия. Патрик не просто наблюдал за медведицей и медвежонком. Он документировал каждое их посещение
и делал бесчисленное количество видео и фотографий, чтобы запечатлеть их взаимодействие. Его друзья и семья были озадачены этим взаимодействием, и все сомнения по поводу его истории быстро рассеялись, когда они просмотрели видеозаписи или пришли к нему домой в гости. К тому времени Селин привыкла находиться рядом с Патриком и не двигалась с места, когда его друзья заходили посмотреть на медведей. Однако они всегда старались не подходить слишком близко к медвежатам, чтобы не расстраивать ее. Год. После того, как Селена и ее детеныши снова появились в его жизни, Патрик теперь считает их своей семьей. Медвежата выросли сильными и независимыми и стали проводить гораздо больше времени в лесу. Время от времени медведи появлялись снова, но вскоре возвращались обратно в лес. Патрику всегда было грустно видеть, как они уезжают, но он знал, что лес по-прежнему остается их домом, и им пора научиться самим заботиться о себе, вместо того, чтобы постоянно зависеть от матери. Патрик и Селена продолжали проводить время вместе, и даже когда она не заходила к нему домой, они всегда встречались в его любимом месте в лесу. Его семья посоветовала Патрику поделиться видео и фотографиями в интернете, и он был поражен любовью и похвалами, которые получили эти видео. Все, кто слышал его истории и видел чудесные взаимодействия, были рады узнать, что нечто подобное существует. Это побудило Патрика больше документировать их повседневную деятельность, и он продолжал делиться ими на своих страницах в социальных сетях. Какая невероятная история. Как вы думаете, стоило ли Патрику поощрять их визиты к нему домой? Поделитесь своими мыслями в комментариях, и до встречи в следующем видео.